На самом деле, это один из самых ужасных моментов. Этот момент был настолько опасен, что я мог с этого дома больше никогда не выйти. Эту историю рассказал мне подписчик. Он говорит, когда это произошло, он был совсем маленький. Что тебе нужно? Я не буду с тобой играть. Срочно нужно сегодня, именно этой ночью, избавить этот дом от этого полтергейста, потому что если этого не сделать, он снова уйдет в спячку, и неизвестно, когда он снова появится. Поэтому сейчас мне нужно выйти. Там что-то. Слышите? Чего он хочет? Ты не сможешь причинить мне вред. Я нахожусь в кругу из соли. Друзья, я так понимаю, полтергейст сам не может войти в этот круг. Но кинуть любой предмет в этот круг он может. Все-таки избавиться от него будет не так просто.
Я не желаю тебе зла. Видели? Лампа шевельнулась. Ты хочешь поиграть со мной? Слышали? Я так понимаю, это ответ «да». Хорошо. Но чтобы сыграть в твою игру, мне нужно знать правила игры. Ты расскажешь мне правила игры при помощи доски Уиджи? Снова один удар. Ответ «да». Хорошо. Я думаю, что эта доска Уиджа была сделана из глины. Поэтому я взял старую глину из разбитой печки, раскрошил эти комки в порошок и разбавил водой. Я думал, что у меня появится глина, которой я смогу соединить эту доску дьявола воедино, в единый монолит. Конечно, разговаривать с духом при помощи этой доски не получится, но разговаривать я с ним и не собирался. Моя цель была изгнать его из этого дома. Я сказал, что хочу узнать правила игры лишь для того, чтобы у меня появилась возможность собрать эту дьявольскую доску в единое целое и отнести ее в круг из соли. Но я также и понимал, что полтергейст, возможно, может понять, что я задумал, что я собираюсь сделать, поэтому аккуратно положил соль себе в карман. Конечно, друзья, я не могу полностью восстановить, но я это все промазал глиной и положил все детали, которые смог найти, на эту доску. Теперь это, можно сказать, единое целое.
Как видите, этот полтергейст боится соли. Когда я нес доску в круг, я думаю, он все понял. Поэтому эта игрушка и покатилась. Я думаю, что он собирался ее бросить в меня. И я бы тогда снова выронил эту доску. Но соль подействовала хорошо. Как я понимаю, он испытал боль. Поэтому был вот этот рев. И также он задел кресло. Злой дух, который в этом доме. Я знаю, что ты здесь. Я хочу, чтобы ты ушел. Злой дух, который в этом доме. Я знаю, что ты здесь. Я хочу, чтобы ты ушел. Злой дух, который в этом доме. Я знаю, что ты здесь. Я хочу, чтобы ты ушел, покинул этот дом. Друзья, сейчас я положил руки на эту доску и произнес 3 раза слово «уходи». Если его вызвали при помощи этой доски, то он должен был покинуть. Что-то не так. Там что-то есть. Там что-то есть. На самом деле, это один из самых ужасных моментов. Этот момент был настолько опасен, что я мог с этого дома больше никогда не выйти. Сейчас объясню почему. Когда у меня полетело кресло, я непроизвольно отскочил, и вместо того, чтобы упереться в стену рукой, я случайно уперся в раму окна. Что-то есть. Там что-то есть. Но если бы моя траектория изменилась, я бы уперся не в раму, а разбил бы стекло, и моя рука от самых пальцев до самого плеча могла быть глубоко изрезана. Я не знаю, везение это или какая-то свыше защита, но буквально 2 сантиметра, и я бы уперся не в раму, а разбил бы стекло.
Друзья, выходит так, что дело вовсе не в доске Ouija. Возможно, что хозяева при помощи этой доски пытались узнать, в чем дело, кто им подложил в дом заколдованную вещь и что это за вещь. Возможно, что хотели узнать, кто навел порчу. Я думаю, так и было, но этот шумный дух не дал им этого узнать. Он расколол и сломал эту доску. А здесь, друзья, определенно что-то другое. Доска тут, скорее всего, ни при чем. Полтергейст в этом доме постоянно проецирует разные звуки. В прошлом видео он проецировал звуки утки. Сейчас он проецировал звуки какого-то монстра. Но я хочу вас заранее предупредить. Буквально в скором времени он спроецирует такой звук, от которого я был в ужасе. Будьте аккуратны при просмотре. Снова эта штука. Сейчас полетит. Мать. Черт. Пипец, друзья. Я чуть не остался сейчас в этом доме навсегда. Наверное, пульс сейчас по 200 ударов. Я знаю, что полтергейст издает звуки, знаю, что он их проецирует. Но чтобы это было так громко и рядом, меня это очень напугало. Это было очень неожиданно. На сегодня съемка окончена. На данный момент полтергейст снова пропал. Чтобы избавить этот дом от полтергейста, нужно найти ту вещь, которая держит его в этом доме. А чтобы найти эту вещь, нужно две вещи. Первое. Нужно, чтобы полтергейст был активным. Более точный измерительный прибор. Эми. Как вы поняли из прошлых видео, мой Эми здесь не справляется. Сначала он показывал на доску, но я думаю, что это полтергейст воздействовал на нее. Потом отключался. Иногда, когда происходили мистические моменты, Эми вообще не подавал сигнала. Как я сказал ранее, полтергейст пропал, но он пропал на время. Теперь я буду иногда заезжать в этот дом, и когда смогу зафиксировать новую активность, когда полтергейст снова начнет набирать силы, и если я этот момент не пропущу, то я постараюсь завершить начатое. То есть я не буду специально караулить этот полтергейст, как у меня было в одном из видео, где я снимал 17 ночей. Здесь я буду заезжать иногда, пока буду снимать другие ролики в других локациях. И по мере возможности буду заезжать в этот дом. А на этом, друзья, пока что все. До скорых встреч. Увидимся.